Еженедельная рубрика по абстракту и не только. Будем делиться с вами альфой. Поэтому на повестке дня у нас не так мало вопросов. Я думаю, что сегодня мы постараемся уложиться побыстрее. Будет все структурированнее и информативнее. Ну и в более сжатом формате. Поэтому если есть какие-то вопросы в чате, но мы пока пройдемся по основным нашим вопросам. Если у нас останется время, потом уже будем потихоньку на вопросы чатика отвечать. Ну, я думаю, что, в принципе, мы там можем позволить себе каждые 3 минуты после разбора какого-то из вопросов посмотреть в чат, что ребята спрашивают, пишут. Вот. Поэтому Давай как-то так. перейдем к первой теме и сразу же к тому, что было у нас сегодня утром. Ты видел то, что Binance US запостил? Твое мнение? Как? Ну, и Да, меня это сейчас открою порадовало. Twitter. Обязательно. Да, для меня это очень приятная такая новость, потому что действительно сейчас гораздо проще будет людям заходить и какие-то средства пополнять, тем более у нас сейчас различные приложения подтянутся на абстракте, DeFi, которые будут привлекать как раз-таки людей из своих там бирж, закидывая деньги на абстракт. Поэтому в любом случае буллиш. У нас очень большое количество аудитории абстракта, это как раз люди с Америки, поэтому я думаю, скоро и до нас дойдет, до Binance Европы, до всего Binance вообще. Давай зайдем, посмотрим на профиль Меня абстракта. знаешь, что такое это смутило? Почему это Binance US, а не обычный Binance? Я просто объясню, в чем логика. В том, что мне казалось, что залиститься на обычный Binance намного легче, чтобы добавили сеть, чем на Binance US. Потому что, да, там меньше намного ликвы, конечно, Binance US, там, понятно, маленькое количество ликвы, но, типа, оно должно тогда попадать под все, типа, SEC, под всю регуляцию и так далее. Но мы как-то сразу перешагнули в Binance US. Как будто, значит, легко можно, чтобы добавили на Binance обычный. Ну, мое мнение, что ты думаешь? Да, конечно, я думаю, что им вообще не составит труда это интегрировать, у них уже это все есть в коде, просто для разных регионов это добавить. То есть по факту у них уже есть отработанный рабочий алгоритм, который позволяет вводить и выводить деньги. Я думаю, что никаких проблем не будет с тем, чтобы это все завести, вывести для Европы Но это же очень и важный момент, других что стран. сразу, если добавляется сеть, то это просто в теории потенциальные могут быть и листинги, ну и абстракт, понятно, монеты, что если сеть поддерживается, и других каких-то токенов, такого-то Бига и Апстера, как будто это вот прям вот первый шаг к этому. Но мы на шаг ближе, это 100%, да, я с тобой тут соглашусь на все 100. Поэтому в целом буллиш – это хорошая новость для всех любителей абстракта. И я думаю, что это ни в коем случае не показатель, что сюда поздно приходить. Потому что, сюда вполне себе сейчас может зайти новичок. Я думаю, до ТГЕ еще времени хватает, и аккаунт там, если есть какое-то определенное количество терпения там и финансов, можно и до золота прокачать, можно, если там денег побольше, и до платины. Это, конечно, уже будет сложнее, но в любом случае нет ничего невозможного. Поэтому, Что поздно. ребята... В каком состоянии большинство токенов, условно, и NFT. Ну да, XPA, потому что многим, конечно, будет тяжело догнать. Но ТГИ, я думаю, не факт, что еще в этом году будет. Я думаю, свои ребята могут забрать в теории. Конечно, конечно. Я с тобой полностью согласен в этом вопросе. Как вообще нас слышно? Я не знаю, по настройкам все должно быть нормально, потому что я ничего не менял с прошлого нашего созвона. Я думаю, что все должно быть хорошо. Времени куча, листинг 4-й квартал 28 года. Но нет, я думаю, френдскапка пораньше будет. Да, нам нечего жаловаться. Мы тут и деньги зарабатываем, и токены фармим, условно. Фармим, конечно, такое себе слово. На абстракте его не любят. Мы тут находимся в экосистеме, и получаем удовольствие от взаимодействия с большинством нелудок, скажем так. Коих тут не так уж и много, но в любом случае. Если мы Какие у нас вообще вот вопросы на повестке? Можем к следующей теме как раз о деньгах перейти к MetaStrategy, что вообще там было и как оно происходило. А мем вот этот, который в абстракте появился, спал 7.09, да? Проспал. Да, я могу сейчас как раз открыть, у меня есть это. Но ты как раз нормально проснулся на самом-то деле. Я просыпаюсь всегда, у меня на работу к 7 утра, поэтому, к 7 утра встать, поэтому тут у меня не было никаких других вариантов. В общем, Abstract Strategy, если не ошибаюсь, он пропал из DEX, потому что там такой вот контракт. Pudgy да, Strategy.
Вот, но он как бы в поиске в любом случае есть. Можно CA-шник там приложить, если ребята будут интересоваться. Давайте дневной график откроем, чтобы понимать вообще. Ну, нет, на дневном мы ничего не поймем. Давайте хотя бы часовой. Вот такая вот у нас интересная ситуация была с графиком. Я думаю, что нормально видно. Я нашими вебками ничего не закрываю. В общем, ну, несколько часов у нас было на вход там до 200 тысяч там, долларов капитализации, да. И 100%. потом мы уже стремительно, каждая свеча больше предыдущей, и мы летим, как бы потом там в моменте приходит человек, покупает на 67 тысяч долларов, у нас мы летим на 6 миллионов. Хомяк Вот, и какой-то, это просто, как так можно было купить? об него сразу же разгрузились, да, тут вообще никакого удивления, и потом он еще в себе в убыток попродавал то, что он купил. 50 тысяч баксов он Вот. потерял. Ну, в целом, да, у нас было таких несколько имбалансов на часовом графике. То есть, по факту, его покупка, ну, это объективно, если бы он взял 67 тысяч и аккуратно там по 1002 заходил, откупал дипки, это была бы совсем более уверенная позиция его, и об него бы так не закрылись, и совсем по-другому график бы выглядел. Вот, а люди, которые купили вот здесь, они как раз вот здесь и повыходили. То есть кто-то додержал с самого низа, там буквально час был там ребятам вплоть до там 20-30 тысяч долларов капитализации заходить, и вот по 6 миллионов продавать. Сами вот считайте, сколько это иксов там. Сейчас, Это извини, Ник, я тебя очень много. перебью. Скажи, а ты же стримишь параллельно? Да, да. Ребят, у меня просто пишут, что звук тебя не очень слышно. Давайте, если кому не тут фигово слышно, включите, пожалуйста, звук у Ника. Вы можете параллельно 2 трансляции включить, мы будем очень благодарны, если будет одновременно и Ну так. да, А будет звук там, приятно. допустим, если лучше у Ника, включите у Ника. Тогда, ребят, послушайте у него. Так, все, давай, что ты не Да, договорил? если что, мы с тобой еще как-нибудь потестим вместе, посмотрим, Да. чтобы никаких вопросов не было. Ну, в любом случае, как бы на монтаже предыдущего ролика у нас, по-моему, все вообще шикарно было по звуку. Круто все пишут, так, все нормально. Но вообще надо, наверное, начать, с чего это вообще все началось. Это ж Да, началось с токена Punk Strategy. началось у нас совсем с другого. У нас как раз, да, у меня в поиске есть, я за ним слежу. Это просто такая, на самом деле, довольно простая идея, которая по факту привела проект Punk Strategy к успеху. Ну, я считаю, что это реально успешный проект. Он вот относительно недавно запустился, и он показывает, как бы на майонете он находится, поэтому там объемы совсем другие, и как бы панки стоят совсем других денег. Поэтому мы видим там куда выше капитализацию, но в целом данный пример, вообще данная как бы инвестиционная стратегия, скажем так, через токены Strategy, она плюс-минус одинаковая, что с пингвинами, что с панками, да. Мы можем зайти на сайт, он тоже довольно-таки похож. И мы видим, грубо говоря, что у них есть комиссии. Комиссии в одном и в другом случае 10%. То есть вы при покупке теряете 10% токенов, грубо говоря, они отправляются в liquidity pool. И при продаже вы тоже теряете 10% токенов, с ними то же самое случается. Когда денег уже достаточно, Они покупают, совершается да. покупка по флору, да. На панках мы можем посмотреть, что они уже набрали себе 8 штук панков, и они уже одного даже продали. То Был есть у них 9-й, да, продали. 9 панков, и вот сейчас уже там почти они подошли к 10-му. И по факту они вот просто листят его в 20% профита, этот профит приходит, и он сразу же откупает токен и сжигает. То есть в целом это на самом деле очень интересный инструмент для таких проектов, как панки, как пингвины. Сейчас у нас сегодня запускаются и другие подобные проекты, ну, токены именно проектов. Да, Там у них сейчас Moonbirds у нас запускается. через 5 минут вроде запуск у них, если я ничего не путаю. Мгм. Ссылка, где Вот, покупать. и на самом деле, ну, у них там довольно-таки интересная снайп-система, поэтому тут вопрос заходить, не заходить. Я, в принципе, считаю, что это довольно-таки не рисковая инвестиция, если вы успеете одними из первых купить. Вот, ну, как и в любом этом токене было. Видите, Панкстер, в принципе, он уже торговался, это дневной график, он торговался несколько дней, и вот несколько дней он торговался на уровне 2 миллионов. Это вот почти неделя. И потом бац, он летит до 34. Потом бац, они вот где-то вот отсюда откупают этого панка, и он опять летит. То есть, в принципе, ну, рабочая схема, которая всегда даст токен жить, даже если он укатается вот сейчас в ноль, в какой-то момент панк продастся, ну, а он когда-то это продастся, потому что как бы понятно, что все булишь по банкам, все булишь по пингвинам, все, кто покупает этот токен, они как бы смотрят на эти проекты как в long-term. Вот, и получается,
по моему мнению, ну, то есть тут потенциал, конечно, очень хороший в точке зрения еще и поддержания проектов. То есть флор панков будет расти благодаря этому токену. Это не без этого вмешательства. В любом случае будет он постоянно сжигаться, то есть его будет становиться меньше. Вот, ну, система очень интересная. На самом деле я прям удивился, что можно что-то такое довольно-таки простое и понятное обычному человеку В сделать. теории это И может как-то вообще захайпить. Ну, хотелось бы, чтобы это было именно прям еще более глобально, чтобы оно дало прям буст именно NFT. Ты понял? Там стратеджи, там стратеджи. То есть и флор они откуповывают и поднимают этим тем самым флор. Это бы хотелось бы. Но не факт, что это, конечно, Мгм. до этого подойдет, потому что оно и так уже нормально похайпило. Но, блядь, потом еще и можем перейти, кстати, к этому, к абстракт стратеджи, которая потом запустилась. Ну, Ты вообще... давай еще про Пенгу, Давай, Паджи давай, Strategy расскажем. давай. Что вот, да, он тоже запустился, был относительно такой интересный лаунч, где несколько часов нельзя было купить там больше 0,5% в транзакции одной покупкой, и на один кошелек более 3%, по-моему, получить нельзя было. Потом это все отменили, но не суть важно, то есть они хоть как-то были защищены от снайперов. Вот, ну, в целом, как бы имеем, что имеем. И вот, как мы видим по графику, то есть, что мы вырисовываем какой-то вот уровень сопротивления, поддержки, и люди на самом деле верят в этот проект, потому что это абстракт, потому что все любят тут пингвинов. Так у них уже 5 Проект пингвинов. поддержал Лука, у них уже 5 пингвинов, да, тоже давайте перейдем на сайт. Ребята, если не ошибаюсь, в первый день уже 4 купили. Не, у них еще наверное, не 5. 4, 4, 4, да. 4 4 пингвина, у них еще чуть идет до меньше 5. половины осталось до 5. Ну да, объемы уже упали, но в первый день, вот сейчас у нас 64 тысячи долларов объемы, но в первый день, чтобы вы понимали, у нас было 2,5 миллиона. Вот, поэтому тема интересная. Сегодня запустится от Уже компании, дали там которая... сайт. уже дали? Уже дали сайт, можно посмотреть, можно зайти показать ребятам. У них сейчас, вот, Teamworks, да. да, у них NFT что-то там, вон, NFT NFT Strategy. Strategy, и там вот выбираешь этих 5 токенов, которые есть. Вон, эйпов. Дипстер, Дикстер, Абстер, Эйпстер, Паджестер Я и думаю, Ипстер. Moonbirds может вообще самый нормальный быть, и вот что-то мне Да, так кажется. Moonbirds фаундер поддержал проект. Пока тут не отрисованы картинки. Плюс у них еще флор не такой большой, знаешь, можно легко, типа, их, чтобы они покупали, продавали, но легче как будто шанс, что их будет выкуповывать, сжигать, и типа Да, будешь... согласен. И они на хайпе, Moonbirds просто сейчас сами на хайпе, как будто Да, больше всего. можем, в принципе, на OpenSea параллельно открыть, если вдруг кто-то не знает. Это довольно-таки популярная коллекция, ну и мне легче будет ее найти тут. Moon. Она самая в топе сейчас по волуму, типа. Да, считаю. у них уже 3 эфира цена, они вот откатывались, по-моему, если не ошибаюсь, на 2, вот буквально недавно. Да. На 2,5, Да. там до 2 они не доходили. Вот, в целом, интересная коллекция. Спенсер ее взял как CTO, и она полетела, грубо говоря, там полгода назад она таких денег не стоила. Она стоила там 0,5 эфира или даже меньше. Мне нравятся Illustrated версии. Вот обычные пиксельные, они такие на любителя, но вот иллюстрированные, они, конечно, выглядят вообще совсем на другом уровне. Мне прям очень нравится. Особенно какие-нибудь редкие, то есть вот это, ну, она, конечно, да, по-другому выглядит. Космонавты прикольные есть. Ну, есть там с огоньком. Ну, очень прикольно, на самом деле, на PvP-шке. Вот. Давай, может, перейдем к интересному. Сколько у тебя получилось вообще заработать на Meta Strategy, потом я расскажу, сколько у меня получилось. Я знаю, что у тебя неплохо так вышло. Да, у меня вышло довольно-таки неплохо, мы там по панелу моему смотрели. В принципе, можно примерно. на кож вбить. Ну, единственное, что тут не совсем корректно это все отображается, Да. потому что там покупки дублировались некоторые. Вот, ну, можем посмотреть вот на вот это приблизительно, на вот такую ситуацию. Я еще с лутера покупал, потом перекинул на мейн кошелек и еще отсюда. Ну, выглядит, конечно, неплохо. Давайте на 15 минутки, чтобы я не казался таким... Ну, давайте, ладно, на 5 минуток, может, тут еще будет. Я еще OpenSea параллельно поформил. Ну, вот приблизительно вот так это выглядело. Тут все это сплющилось. Давайте сейчас развернем. Я где-то с миллиона начал фиксировать, там, частично. Вот, у меня покупки были, ну, такие, скажем так, очень... Ну, сколько у тебя вышло, получается? Очень дешевые. Примерно. Ты Ну, вложил? суммарно в районе $300 вложил и, наверное, чистыми в районе 6 тысяч достал. Если 6 тысяч, нифига себе. Я, конечно, поменьше. Но я и Ну, по спал. кошельку показывает 8,5, как бы я продал. Но на самом деле, ну, это не совсем точная информация, плюс.
У меня вышло так, что я ж позже проснулся, ну хотя бы не полностью, как все проспал. У меня вышло типа Spengu Strategy, косарь, именно чистой прибыли, плюс-минус. Потом я купил Budget, какой-то. Потом я купил Punk Strategy эти на анонс. $250 тогда сделал, ты рассказывал. Да, 250. И потом еще Abstract Strategy, я его заснайпил сразу $100, продал, и потом еще 250 на анонсе от Криса. Ну, то есть суммарно у меня со Strategy этих всех трех вышло типа $1600, вот я только что посчитал. Ну, достойный результат, достойный. Ну, Abstract что-то Strategy, хотя бы, да, хоть не проспал. Abstract Strategy, конечно, сейчас такой интересный феномен на самом деле, потому что я покупал вот на этой свече, продал я вот на этой свече, и по факту я там сразу потерял $200. Но тут, на самом деле, тут не грех показать ребятам. Давай я, в принципе, Да, переделаю покажи, что там было вид в вот такой, начале. чтобы было понятнее. Топ-трейдеры заходим, да, и мы видим кошельки, их тут немало. Покупка на $100. Ну вот как вы думаете, где это была покупка? Я даже если на минутную поставлю. Ну, короче, это было В первая самом покупка. начале, когда и я брал В самом там. начале. Только я продал. 5800, да? 4200, 4000. Это вообще ничего не покупали. Но, возможно, перекинули на мейн. Как бы я сильно туда-сюда лезть не буду. Вот это двумя транзакциями прошел. Это, скорее всего, да. Человек купил себе, например, на лутере, перекинул себе на основной кошелек, и отсюда там через две транзакции вышел. Вот. Но на вот счет вот этого человека, ну, то есть они очень похоже все делали. Видишь, 32 транзакции, 24, 26, 24. И они плюс-минус всегда по одной и той же стратегии действовали. То есть они лили аккуратненько тут, видишь, ну, вот тут У меня они есть прям... даже догадка, кто это делал. Мне кажется, что это был Dev Ну, Predict. это все знают плюс-минус, кто это мог делать, да. Тут были на 73 покупки, и вот у людей, как бы, у этих кошельков еще есть токены, что мы видим. То есть они мало того, что хороший профит зафиксили, покупки все, видите, были низкие, и даже покупки, которые были повыше, тут нужно смотреть, сколько именно токенов за какую цену получили. То есть, да, вот за $140 получали 3% сапплая, за $70 получали 10% сапплая, за 455, в принципе, 2%, но это тоже, в принципе, early типы. Вот И они до спрашивают, сих пор ходят. возможен ли рост еще Abstract Strategy. Но я думаю, если честно... Рост возможен из-за Криса. Из-за Криса. Нет, это не из-за Криса, а из-за того, что у них уже есть какой-то трежери. То есть у них по факту есть $10 тысяч в Treasury Holding, и в Treasury Funding 8 тысяч еще у них есть. И вот они уже потихоньку байбекают. У них на самом деле большая коллекция NFT, которая из-за того, что стоит недорого, то есть ее может прийти какой-нибудь кит, спокойненько запампить, и они выкупятся. То есть и сразу это все пойдет на байбек плюс earn. То есть в целом как бы стратегия с большим количеством Abstract NFT, чтобы поднимать флор постоянно, ну, это рабочая схема, довольно-таки интересная. Они еще и УВУ купили, ну, не без причины, очевидно. Да, поэтому как-то так. В целом, ну, я скажу так, для меня вот это токены на старте, когда я видел, что вот эти вот кошельки, которые покупали на $70, начали лить, они уже на 45 тысячах начали продавать, я понял для себя, что это как бы рисковый мув, находиться здесь. Лучше я потеряю $200 там из 500, которые вложил изначально, чем буду в этой лутке. Потом на новостях, да, я откупил, я еще эти 200 даже больше вернул, но не суть важно. То есть я просто не готов, ну, как бы... Я понимал просто, что люди будут покупать, но как бы это лутка максимальная, то есть это был просто шил колов, но по факту за этим токеном, в отличие от Pudgy Strategy, ну, тут нету легитимы, скажем так, которой можно довериться, потому что мы видим в ончейне все это. Конечно, кто-то скажет, что да ты не докажешь, что это дева-кошельки. Ну, конечно, не докажу. Возможно, какие-то из них имеют связи, я могу там это все пробивать, но просто мне даже свое время на это жалко тратить. Да, они Вот, по одной ну, сумме большинство заходили, это, мне кажется... Это кажется мне... Но они заходили еще до анонса серии. Я просто нашел токен. да. Мы нашли там, и Семен нашел, если... Ну, ты понял, какой. Мы нашли еще до анонса, но я не покупал его, потому что я не понимал, это легит, не легит. Я смотрел вот эти вот все покупки, наблюдал, и купил вот во время, сразу вижу, что они анонсируют, сразу покупаю, потом на X2 я слил. Но, блядь, ну, потому что вот тоже, да, из-за вот этой всей хуйни. Ну, потом, понятно, ты сам правильно сказал, из-за шила, ну, было логично это купить и прокатиться. Ну, да, сейчас согласен. непонятно. Ну, по идее, это сейчас на хайпе все, но просто непонятно, сколько этот хайп будет длиться, как бы, весь стратегия. Я бы новые токены вот эти купил, которые запустились, но просто из-за подкаста сейчас не очень удобно.
Понаблюдаю и после подкаста посмотрю, что там вообще Да ситуация. ничего, комиссия будет постоянно падать, в этом тоже относительно логика есть. Ну, просто сам понимаешь, на старте 95% комиссия, то есть твоя стартовая покупка – это 2 миллиона 100%. долларов. Но тут прикол не в этом. Прикол в том, что, ну, человек условный купит на 10 тысяч долларов, он купит только на 500, а 500 долларов не запушит от 50 тысяч, если они стартанут, Сколько сейчас это не цена? запушит капу. То есть, по факту, ну, это нормально покупать на старте в первые минуты, потому что даже в таком раскладе капа сильно не улетит. Ну, Может, это сейчас посмотрим, физически. сколько они сейчас стоят? Вот сколько Moonbirds или Padre Strategy, допустим, стоит? Ну, что-то не открывается. Блять, а где оно? Что оно не показывает? Ребята уже просто писали, я видел, что они купили. Ну, у меня что-то какие-то ошибки. Давай посмотрим через DexScreener. Контракт есть, может, где-то. Давай посмотрим через DexScreener. Так, у нас есть токен. Не, это не Moonbirds, Moonbirds на Burb. Burb называется, Ну, стоит. Другой. Бирбстер, да. Бирбстер, да. Давай сейчас копируем. Где он там? Вон, первый Бирб. Там можем и пингвинов посмотреть, похуй. Типа просто из типа хайповых. Угу. Бирбстер. Ну, нормальная цена, 100 тысяч, как бы, как будто. Ну, опять же, Да, до сих пор это нормально заходить. Ну, это, скорее всего, рак. А, это не настоящий, бля. Хуй пойми тогда, где смотреть настоящий. Это рак, потому что они не с 50 начали. Это, наверное, не тот. Там нет ликвы еще, вот пишет. Все, я понял. Там еще нет ликвы, все, понятно. Да. Ну, давай так, за Strategy есть что-то добавить? Мысли. Ну, за Strategy, в принципе, это перформанс для абстракта, я считаю, что крутой. То есть, что ты вот, например, просыпаешься, у тебя там какие-то NFT стоят по флору, да, и потом бац, у тебя абстракт Strategy купила 5 штук, и твои там попали, грубо говоря. Ну, и ты обкэшился. Я думаю, это даже не только для абстракта, это вообще для рынка NFT. Вот эта вся тема со Strategy. Надеюсь, что дальше будет вируситься. Не уверен, но надеюсь, если честно. Можем перейти к следующей мете, вот, которую я, допустим, пропустил, если еще по Strategy я чуть проехал, скажем так, но мету PumpFun стримов я пропустил полностью, как бы слышал, наблюдал, но нигде не заработал, даже потерял $150 на World Record, тоже Уня колил, не продал вовремя, но я не знаю, он там еще будет бить рекорд, может, оно еще вернется. Может быть, ты что-то заработал на этой, скажем так, на PumpFun или нет? Не, я решил в такую тему не ввязываться, потому что у меня есть какой-то такой не самый лучший опыт торговли на Solana, это никогда не заканчивалось успехом. Я просто заходил каждый вечер и смотрел стримы, и, в принципе, пытался понять вот эти вот нарративы. Я заходил вот эту вот в бабушку, которой 101 год, она тогда там торговалась 100К, потом на стриме она полетела до 200, откатилась до 80. Я такой думаю, блин, надо купить, а потом отвлекся там по дому, по работе. И когда я проснулся, я уже увидел, что там хитнуло там лям. И думаю, такой, ну, блин, ну, надо было, конечно, покупать, но суть в том, что не нужно ловить фома на таком рынке, потому что что-то дает, что-то не дает. Ты никогда не знаешь, кто деф, легит он, не легит, рагнет, не рагнет. Очень много насылания рагов. Очень многие люди теряют деньги. А Не там же забываем была об этом. суть, 99% трейдеров. перебью тебя, и там же была суть, почему мало стало рагеров на Solana, из-за того, что все из-за Creators Fee, вот это вот меты, типа они легче лутали типа с креаторки, типа с комиссии, они не рагали, вот в чем суть. А так Ну да, но были и те, кто и Creator Fee получали нормально, и токен рагали, то есть да. Но были хорошие лаунчи, очень интересные, я за этим всем неделю наблюдал. Я стримы посматривал. Ну, на самом деле, движуха там такая, очень хайповая, очень движовая, и куда даже моментами интереснее, чем абстракт. Потому что если мы зайдем в стримы, тут помимо золота как бы тут особо-то и смотреть некого. Ну, нет, Chronoforge, мое почтение. Я поиграл, на самом деле, с Alex NFT мы собрались, мы с Red Crypto собрались, мы в пати пошли, поиграли, очень интересно, очень классно. Мне как бы понравилось. Вот, ну, в основном у нас тут те, кто играет в игры, это у нас есть такое исключение по пятницам, пятничный подкаст под запись, и такой развивающий контент, возможно, кто-то спал неделю, возможно, кто-то только пришел на абстракт, поэтому мы тут для того, чтобы поделиться своими историями и советами в какой-то степени.
Да, но на самом деле вот это вот спам-фаном, я думаю, по-любому кто-то, кто залетел на ранней стадии, вот это как Creators Fee добавили, и нормальные токены, а там почти все стреляло в тот момент, я думаю, Life Change нормально могли словить. К сожалению, мы где-то были мимо, не попали. Вот, конечно, когда они объявили вот этот Creators Fee, можно было понять, что раггеров станет намного меньше, и типа легче станет отбирать, так-то понятно, там почти все раггеры, но так стало меньше. Но уже, я думаю, это эра закон. Мне кажется, что все. Если кто-то хочет сейчас пойти на Solana заработать, из-за этого, я думаю, это уже, вот если Strategy еще, я допускаю шанс, что оно еще может качаться и качаться, я думаю, с памфаном уже все, ты что думаешь? Да, я согласен, что эта Вернёт. мета потихоньку будет утихать, потому что она дала много хайпа, она дала много денег людям, и, в принципе, не факт, что эти деньги останутся на Solana. Возможно, люди повыводят себе, вполне вероятно. Возможно, пойдут дальше лудить, конечно, но в любом случае посмотрим, я за этим буду следить, наблюдать, смотреть, что там летит, что не летит. Надо всегда быть в тренде, надо всегда понимать мету по мемкоинам, не только в абстракте. Ну, в абстракте просто проще. То есть мы в таком относительно закрытом комьюнити, где каждый друг друга знает, и поэтому легче принимать какие-то решения на покупку или продажу, и вообще в целом какие таргеты можно здесь достичь, мы тоже это все понимаем с опытом. Вот, поэтому на Solana все-таки немножечко все сложнее в этом ключе. Но если поторговать, если опыта набраться, если не заигрываться с тем, что хочется все больше и больше, ты там 10 иксов получил, но ты тело, например, даже не забрал, ну, это уже нужно смотреть на себя, разбираться в причинах и как-то это фиксить в любом случае, потому что лутка, она нигде до хорошего не доведет, в моем мнении. 100%. Кстати, у нас вот спросили к прошлой теме, быстро ответим, перейдем к новой теме. Паджи Strategy в итоге имеют двух пингвинов, имеют пингвинов и не продают, выставили на 2 эфира дороже. Так какой в этом смысл? Клубу Пенгу в этом и есть смысл, что типа оно приносит а-ля пользу экосистеме. То есть если бы они выставили ее по той же цене, какой тогда суть от этой вообще всей авантюры, они могли просто сжигать токен. А тут Они суть, что... просто объем набивали бы на коллекцию, ну, то есть в этом действительно нету никакого смысла. А А так тут они типа пользу задумка... и заработают а-ля, если оно дойдет, конечно. Но я думаю, дойдет рано или поздно. В этом же и суть, типа, что они пушат как бы коллекцию, как бы и условно еще больше зарабатывают на байбеке и так далее. У них как бы холд. Ну, короче, в этом суть. Ну, вот объясни еще раз ты, Ник, что ты можешь добавить к этому. Да, я полностью согласен. Вот у ребят 230 тысяч долларов на кошельке. Тут как бы и абстракт есть, и можем по токенам посмотреть. Ну, тут частично в Падже Strategy у них 25 тысяч, да. В эфириуме на абстракте у них 20 тысяч. В эфириуме тут они еще не переводили, потому что у них не хватает на покупку паджи. Ну и сами паджи как актив. То есть в целом, как бы, когда вы покупаете токен, вы относительно как акционер этих пингвинов в том числе становитесь. Да, То есть часть да, этих пингвинов — это, грубо говоря, ваша. Задача просто успеть словить момент, когда это продастся, да, да. и по хорошей и вкусной цене выйти. Вот, 100%. возможно, Это возможно. ж будет Ну, то есть покупка поэтому... опять, как тот тип на 60 тысяч почти, считай. Ну, если не сразу будет откуповывать одной транзой. Да, и еще плюс, я думаю, что есть вероятность того, что кто-то из больших типов, которые им понравится проект, они захотят, например, в качестве поддержки даже 2 эфира переплатить и купить Да. какого-то из этих пингвинов. И в таком случае как бы мы увидим новые уровни поддержки, новые уровни там по токену. И, в принципе, он уже разошелся по рукам довольно-таки нормально. То есть очень много ребят, которые рано заходили, уже посливали, и вот он плюс-минус вот на такой цене и Ну, тут отскакивает. То нюанс, есть что лучше брать, 800к... оригинальный или этот? Что? Ну, тут нюанс, что нужно брать лучше. Оригинальный Паджи Strategy, только который сейчас запустился, или этот? Вот тут нюанс. Я даже не знаю, что ответить людям, если честно. Ну, вот тут хороший вопрос, потому что как бы и та команда Legit происходит и та вещь полезная для экосистемы Паджи. Я думаю, и Лука поддержит. Просто одно дело на абстракте, как бы это был первый запущенный токен все-таки с Паджи. Вот. И как бы на это никаких прав нету. Ну, то есть, чтобы эти NFT strategy могли отжать это, ну, грубо говоря, сказать, что вы там не легит токен создали. Это все легит, то есть все нормально, команда на абстракте билдит хорошая, поэтому, ну, у любого токена как бы из этой категории есть перспективы, на мой взгляд. Единственное, что просто не хотелось бы мне в ленте видеть вот это вот PvP, что типа те, кто покупают паджестер на абстракте, говорят, что у вас там фигня, а не токен на эфире. Вы там вторые запустились, те начинают на них сказать, что вы с панков там это все забрали. Вот, поэтому в любом случае обе вещи — это полезные инструменты для развития экосистемы Падж. Ну и тут как бы в долгосрок я думаю, что
вряд ли какие-то потери будут. То есть тут вопрос именно дождаться самой продажи и смотреть за тем, как флор Pudgy Penguins поддерживается там 2 токенами целыми в 2 разных экосистемах. Да, можем тогда перейти к следующей теме. Нас очень просили, человек спрашивал, что можно посоветовать под экспу, если вот у него есть 2 эфира, ну, условно, давай возьмем 10 тысяч баксов, что купить там 100 токенов NFT, и потом у меня в чате еще, чтобы мы не забыли, также попросили, если человека 200-500 там долларов, вот на такие 2 диапазона сказать, как вот если человек хочет вот такую сумму под именно экспу, и чтобы она не укаталась условно. Вот давай ты ответишь, потом я Ну, отвечу. знаешь, я думаю, что в первую очередь, что человеку с 2 эфирами, что человеку с 500, там, $200 балансом, да, инвестициями, которые он готов в абстракт вложить, им в любом случае я советую делать активности, которые бесплатно тебе экспо приносят. Мы их можем увидеть в Discovery. У нас есть тот же Pengu Clash, который, ну, относительно бесплатно, но он приносит за хорошие места там по 20 тысяч, там, по 15 тысяч экспы в неделю. Это вполне себе неплохой показатель, учитывая, сколько нужно холдить на то, чтобы получить пассивно 15 тысяч тех экспы, да. Вот. Proof of Play Аркада, ну, тоже, в принципе, интересная игра с точки зрения заработка экспы, и она нормально сыпет, но там нужно ее назадротить, и как бы там еще есть доля везения. То есть у вас может быть хороший раунд, и вы заработаете много очков, упадете в лидерборд, а можете 100 раз сыграть плохо и не попадете туда. То есть в итоге экспы вам нормально не видать, сколько бы вы ни потратили. Вот. Moody Madness, не знаю, как они сейчас раздают, но в целом раньше, насколько мне известно, они давали тоже пассивно неплохую часть XP. Так, у нас золото отключился. Я думаю, что сейчас вернется или в Телеграм мне напишет. Сейчас, на секунду. И на 2 минуты перезайду. Давайте подождем, и когда он подключится, продолжим. Здорово, здорово. I am also streaming there. Say hi. 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 Hello. Давай тебе правильно немножечко эфира. Пока нету золота, набирай онлайн. Да, конечно. Запустился пораньше, чтобы зрителей собрать. У меня звук отключен. Spellborn тоже довольно-таки интересная игра. Так, скинемся чатом золото на нормальный интернет. Ну, в принципе, можно, да. Было бы вполне неплохо. Может быть, он уже зашел, но я его не вижу пока. Да, он там собирался iPhone, я слышал про эту историю. Давайте напишем no problem. Так. Ну, биткоин у него в основном на кошельке. Знает, что покупать. Пусть сам откуповывает. Ну, все, правильно, правильно. Он еще не вернулся. Потом придется клипать видео, обрезать и потом собирать вместе. По Тенгу есть инсайды новые? Так, ну я ничего нового относительно не видел у них в Дискорде по Тенгу. Я думаю, что к этому вопросу уже давай с золота, с Ильей попробуем разобраться. Но в целом ничего такого нового нету. Они еще не выкатили по Edge Found токеномику. И как токены, в принципе, распределяться будут, сколько на пресейл выдадут, сколько они пытаются собрать денег. Вот, а когда мы узнаем цифры, тогда уже можно будет говорить. В целом, я видел, что Abstract Strategy там советуют Тенгу закупать. Будет интересно. Ну, там не то, что закупать, там минтить их надо, но вопрос, продадут ли они их в профит. Я думаю, что это из разряда скорее в холд. Тут не надо их продавать, надо просто держать, чтобы потом получать роялти, грубо говоря, с этого общего пула купленных токенов на преселе. Так, Илья у нас на месте. Я пытаюсь его подключить. Камера у него не коннектится. Видимо, до сих пор Меня проблемы с слышно? интернетом.
Вы меня О, слышите? все, отлично, да, тебя слышно. О, все, отлично. Слышно и видно. Так, можешь просто, извини, повторить ответ? Я не слышал, что ты посоветовал. Чекаю, что тут было. Да, я еще я остановился, потому что мы как раз, я увидел, что ты убежал. Вот, но я сказал, что начинать надо из игр, которые не требуют больших затрат. Тараканов я бы не трогал, потому что бесплатные тараканы особо ничего не дадут. Десфан и лутки остальные я бы не трогал. В Gigaverse, в принципе, я его персонажа создал, начал хотя бы рыбалкой заниматься. Вот, потому что, ну, перспективная довольно-таки тема. Да. И что у нас есть? Давайте просто смотреть по тому, сколько голосов у нас у приложений. Муриат можно относительно бесплатно отрабатывать, если у вас есть возможность, например, смотреть, когда разные ставки на Муриаде и на полимаркете, можете абузить, можете искать 50 на 50, просто объемы прогонять, потому что за это вам точно дают экспу. Это легит-тема, это, в принципе, хорошая вещь, если вы этим будете заниматься и следить за рынком, за тем, какие появляются новые голосовалки, скажем так. Но вопрос же Вот. вроде как больше был, типа, что надо купить на эти деньги Не, я именно. понимаю. Я просто сказал, что вот изначально, что человеку с деньгами, что Ага, человеку без, если есть свободное время, желательно делать активности, которые будут ему как бы относительно без затрат давать экспу. Это вот да. прям как база, знаешь. Если у вас есть возможность, там, и у вас хороший прокачанный твиттер, вы в любом случае можете выбить эту стримерку. Вот. И со стримеркой вам будет пассивно тоже экспа капать. Но если брать у нас, что покупать, ну, я считаю, что есть некоторые, скажем так, токены, менее рисковые, да, которые условно не дадут там каких-то космических иксов, но при этом дают нормальное XP. Я думаю, что тут плюс-минус суть такова, что если токен Verify, он дает экспу. Чем как бы больше вы его холдите, тем больше экспы получите. Плюс тут еще важно, какое вы место занимаете на декскринере, там, то есть условно в холдерах. То есть если вы там топ-1 холдер монеты, то как бы львиная доля экспы, выделенной на эту монету, пойдет вам. Если вы там где-то там тысячный с конца, ну, есть вероятность, что вам там вообще крохи достанутся. То есть я бы метил где-то, если уже какую-то монету покупать, и вы в ней уверены, то это куда-то там топ-50, топ-100, и тогда будет пул, ну, как бы хороший получаться XP. Если брать какие-то не сильно рисковые активы по монетам, да, то я бы посоветовал в первую очередь присмотреться к Апстеру. Это маскот абстракта, особенно когда он вот недавно давал просадку по 22 миллиона. Как бы я просто ниже 20 этот токен не вижу. Я вижу его постоянный рост, потому что по факту это вот основной токен абстракта, это маскот. И ну, и команда билдит, и все будет с ним хорошо, это в любом случае. Насчет биткоина тут немножечко не знаю, ну, не совсем понятно, потому что тут уже зависит совсем от других вещей. Есть люди, которые холдят большое количество биткоина, которые не покупали по низким ценам, и мы не знаем, как они с ним будут распоряжаться, потому что он как раз-таки с $3 до 0,9, ну, до 90 центов упал, потому что, условно, у нас есть один Карл, который в свое время закупил на несколько сотен тысяч биткоина и начал его стаканить, как и остальные NFT, там, с майнинг-пулами и все остальное. Вот, это моя мысль на этот Давай счет. я То тогда. есть давай еще откроем. И я не знаю, в Телеграме я сегодня показывал, есть несколько токенов, которые условно имеют Verify, и у них есть потенциал на рост, чтобы на них еще и заработать денег. Но вот как раз-таки очень нравится мне Айси, потому что за ним стоит сзади. Я это на разных кошельках купил, еще пока не скинул. Мне очень нравится токен, как бы странно не показалось. Сейчас Да. посмотрим, есть ли он у меня здесь. Пика сейчас Это будет. пика, да, потому что это такая under-radar тема, скажем так, с большим апсайдом. То есть, если мы посмотрим дневной график монеты, вы все сразу сами поймете, что маскот, который, 5 миллионов капитализацию пробивал, когда на абстракте не было, все хорошо. Ну и сейчас как бы на абстракте нехорошо, но в моменте его просто рагнули. То есть до того, как все полетело, как бы пика уже показывал хороший результат, ну, в моменте. Вот, Но да, там там же Кабал CTO это все его откупал. собираются делать. Ну, я уже общался с человеком, который этим занимается, и, в принципе, я думаю, что ни для кого не секрет, кто это. И давайте я даже покажу этого человека, и мы посмотрим просто, по каким ценам он покупал. Мурик. Это топ-5 кит от ЦХ, и он холдит 9%
пика, это сейчас 10 тысяч долларов, но мы можем увидеть, что он как бы покупал совсем по разным ценам, и он вот покупал по капе 160. То есть он это лично пушил, и вот он откупал прям, ну, 90, 120, 120, 120, 130, вот, 160. То есть вот его покупки, когда он брал сетевого, он просто брал и покупал вот Ебал не supply, да. не по лоям, скажем так, а он нормально денег сюда вложил. И при этом как бы он с ними не расстался, он над проектом работает, он там не один, у них там команда, но они планируют как бы полный ребрендинг и все остальное. И когда я в моменте увидел сегодня, что пика упал до 80, там, до 75 тысяч, ну это прям как бы несправедливая цена с учетом того, насколько лид CTO покупал по каким ценам. Ну то есть вот я так это вижу. Поэтому я лучше вот по таким ценам аккуратненько буду добирать и посмотрим, что получится. Я не думаю, что в Там случае есть там укатки он нюанс, сильно вроде укатается. говорят, Ник, я не знаю, это правда нет, может, ты проверял, что вот тот, который рагнул первый, ну, пика, Дев, короче, кто рагнул, что у Мгм. него остался еще часть supply. Вот я только не уверен, это правда нет, но такие слухи вот ходят, что он может сливать еще тоже. Не Вполне знаешь? возможно. Вполне возможно. И я пытался этот анчейн проверить, но настолько там давние транзакции, что я не пойму, там, где прошлый деф и сколько у него осталось. Но, по-моему, там небольшие суммы. То есть у него нету там 10% сапплая условного. У него там осталось там 3-5%, что, в принципе, для CTO это подъемное такое значение. И даже если он будет лить стакан, как бы если будет CTO успешным, люди будут создавать больше давления на покупку и просто проглотят этого цепочка, скажем так. Вот. Поэтому пика пока такой under radar, скажем так, мем, лоукап на абстракте, который уже имеет Verify, который, когда все это сетево пошло, на который подписался абстракт и абстракт команда, она до сих пор как бы не отписана. Followers you know, сейчас поставим. И увидим много довольно-таки интересных ребят, которые подписаны, которые следят. Вот абстракт подписался, он подписался конкретно после рага, они отписались от этого токена, и когда они узнали про сетево, они обратно подписались. Поэтому, в принципе, я думаю, пика будет жить, пика, над пика работают, и как бы это то, что мне нужно знать для того, чтобы принимать решение о покупке. Вот. Насчет Ты хотел сказать. еще у нас есть токен так, с девочкой с пингвиневого этого мультика, как она, Эрика, ЭРК, по-моему, если не ошибаюсь. Да. У меня просто все на телефоне, на компьютере я это не подготовил, к сожалению. Да, Эврика выглядит тоже как конкретно большая коррекция, и сейчас набирать ее вполне себе хорошее решение, потому что за ней стоит хорошая команда Legit, и они билдят очень интересные вещи. То есть я там плюс-минус знаю про то, что они сайт хотят, они игру хотят, сайт такой развивающий, ну, то есть, который поможет там каким-то людям узнать про криптовалюту. Ну, не то, что узнать, там каким-то вещам научиться. Вот, ну, в целом, как бы они делают что-то такое интересное, и я, как бы не могу их не поддержать и не могу не верить в них, скажем так. Вот. И у нас еще есть токен от Грума, как он называется, с таким тоже 400к капа. Давай я просто открою абстракт, и мы его быстренько найдем. Моджо он называется, Моджо, да. В принципе, он тоже нормально так отскочил, он там порядка 2 миллионов доходил, сейчас он 427 тысяч, и вот мы видим, наблюдаем такой же почти график, как у Эврики. В принципе, это перспективный проект. В моменте просто Dev много по OTC раздал сапплая, и отчасти из-за этого это все так укаталось. Ну, не только из-за этого, потому что у нас любой мем откроешь на абстракте, у нас вот такой график мы увидим. Вот. И в целом вот заходим в абстракт, можем просто таких мемов на верочку, которые сильно иксов не дадут, но вам будет не страшно их держать в долгосрок. Это Поли. Нут я бы не трогал, потому что тут еще непонятно, то ли он мертв, то ли он жив. Год, в принципе, нормальная тема относительно по такой цене. Редсба тоже неплохо. Гуннер неплохо. Насчет Гуга я просто сказать не могу, потому что я не шарю в этой культуре. Там мне говорили, что там много людей этим всем занимаются, много людей очень пушат Гуга, и у него на таймлайнах там только один Гуга из абстракт-мемов в одно время был. То есть у него майншер очень высокий. Вот, ну, в целом Циклопус советую. Насчет Уву не знаю, Уву вот что-то укатывается. Ну, опять же, там стратеджи уже, я по ним уже свое мнение рассказал. Ну, Гринд из-за пресейла тоже как бы так себе выглядит, но в целом как бы у него даже там потенциал, я считаю, на листинг на биржах есть, если это будут пушить, но как будто просто Гринд забросили в моем понимании, то есть и судя по графику, и судя по тому, как он выходил изначально,
что там был пресейл, были люди. Ну, то есть, вот, да, у нас ситуация по гринду, конечно, интересная. Мы отскочили с 2,5 до 7, сейчас опять пошли на лои. И вот вопрос, подбирать или не подбирать. Я бы не рискнул. Вот. В целом, да, любой мем с галочкой – это больше XP, это, в принципе, экспа. Но, опять же, смотрите, на что вам больше нравится и зачем вы его покупаете. Для экспы, чтобы пассивно спать спокойно, ну, одни мемы. Для того, чтобы фармить экспу и еще получать какие-то деньги в перспективе, то есть на профите с этого токена. Какой шанс на сетевой? О, Бери еще, кстати, очень интересный вопрос. Я не знаю, мы давай твое мнение выслушаем, потом по Бери еще с тобой Давай поговорим. ответь про Бери, и потом я как раз... Да, а то это Да, был... Бери сегодня показывал интересную движуху, то есть он там продавался, он там покупался, и от лоев нормальный, по-моему, 3 икса дал. Бери. Команда бросила, команда ищет CTO, и это, конечно, не самый Печально. хороший знак. И вопрос, найдут ли они того, кто это засетешит. Вот на лоях мы видели 100 тысяч капитализацию, потом мы сегодня пробили 380. То есть, в принципе, вчера кто по 100 тысяч откупал, сегодня почти 4 икса имели. Вот, ну, грубо говоря, они тут и пробили вот эту всю дипку. То есть тут уже люди просто относительно гэмблят, будет CTO или не будет. Хуй Если пойми. будет CTO, то, конечно, сейчас вкусно покупать. Но не факт, что это пойдет в руки нормальным типам, не факт, что это вообще пойдет кому-то. И я бы все-таки дождался новости о CTO и быстренько побежал покупать. Вот я бы так сделал, если это легит, ребята. Да, тут зависит, кто возьмет CTO. Ну, давай, ладно, отвечу тогда свое мнение, скажу. Я думаю, все-таки, если типы так спрашивают, знаешь, им, наверное, все-таки рисково будет брать какие-то мелкокапы и так далее, потому что там надо все время следить, там надо в любой момент еще выпрыгивать. То есть эта история не проходит. Тут может как иксануть пиздец, так и упасть пиздец. Да. То есть это, наверное, для более таких продвинутых юзеров в абстракте, которые все время следят за новостями и так далее. Тут надо что-то, наверное, другое советовать. То есть они хотят именно просто купить, условно не сильно потерять, либо чуть-чуть заработать даже, как типа повезет X-пуп, типа на пассиве лутать. И спать спокойно, да, по ночам. Да, и спать спокойно. Не мониторя постоянно рынок, да. 100%. Вот там вот человек спрашивал про 10 тысяч. Я, наверное, думаю, если он спрашивал NFT и токены, допустим, разделить 50 на 50, то получается пенгу, наверное, брать не смарт, потому что на него, наверное, мало дают. Да. Я бы рассмотрел просто Upster и, наверное, Big. Наверное, бы вот больше в Upster. Big, если хочется добавить какой-то чуть-чуть условно рискости и заработка, то добавил бы Polyredзба, вот типа такого плана. Все. Ну да, и при этом всем очень важно, если у тебя есть 10 тысяч долларов, не надо покупать сразу там на несколько тысяч мем. Ты можешь купить, посмотреть, завтра дали немножко лучшую точку входа. Ты зашел, купил еще чуть-чуть на копейку и потихонечку набираешь позицию по вкусным ценам. Да, конечно, это в моменте может полететь, но я думаю, что в целом там с тем же Апстером нет никаких проблем. Можно сейчас купить там условно на 500 долларов по такой капитализации. Завтра мы увидим откат на 25 миллионов еще добрать там, и у вас уже вкуснее точка входа в любом случае. Да. Вам уже спокойнее. Вот. Но насчет NFT 50%, возможно, 50% многовато, потому что в целом придется много NFT покупать. NFT на абстракте стоят сущие копейки в большинстве своем, то есть, да. И, ну вот если мы откроем... О, OpenSea, кстати, у нас новый сундук появился, ничего себе. Про это чуть попозже. Про OpenSea попозже, да. Так, и если мы здесь откроем абстракт, и что на нем вообще трендинг, то вот эту, если я не ошибаюсь, открыть надо статс. Да, вот мы видим коллекции. Ну и в принципе тут на самом деле, ну вот 300 долларов там цена, 200 долларов цена за NFT, 180 долларов цена за NFT, 90 долларов цена за NFT, и все с Verify. Как бы все потенциально дает экспу, и засаживаться там, купить, не знаю, 20 дремилек на все деньги, ну точно не вариант. Условно, их нужно будет потом еще продать. Но купить по 3 штучки разных там коллекций, которые вам нравятся, вполне себе. Я вот, например, если посмотреть по моему портфелю, ну, например, я стараюсь делать там мувы по NFT относительно нерисковые, да. Я вот кепки абстракта покупаю, потому что я беливер абстракта, мне должно быть много кепок. Вот, гига яйца я не покупаю, у меня их достаточно. Но если мы увидим там прям вкусные цены, там в 2 раза дешевле, чем был Mint, я, в принципе, доберу, я думаю, за них тоже, в принципе, будет XP. Дремильку одну купил, как бы относительно дешево, да, получил аирдропом волков, но это, в принципе, не считается. Но вот я вчера закупался Руи. По моей активности можно посмотреть, я просто оффера поставил,
И покупал флорных. Это тоже мой совет, потому что, когда я пришел на абстракт, я сидел и вот занимался тем, что выходит коллекция, я сразу же пытаюсь заснайпить какого-то ультра-мега редкого, чтобы по вкусной цене, чтобы его потом продать подороже. А иногда продавать не хочется, ты его решаешь холдить, потому что он там топ редкости. У меня как раз вот с Руи такая ситуация и была. Так, а какие Я не ты знаю. взял, получается, под экспу именно? Твой вот Ну вот ответ. я бы брал именно Руи, чтобы она еще и, скажем так, у нее хороший потенциал, апсайд есть, потому что они скоро игру выпускают. Мы об этом как раз в прошлый раз разговаривали. И, в принципе, ну, как бы очень вкусные оффера относительно. Вот я там по 0.4 в основном это подбирал. Это $180. Там сегодня можно было и за 160 урвать. В принципе, это хорошая точка входа. И брать нужно флорных, потому что их потом просто легче продать. И вам не будет обидно с ними расставаться в том плане, что вот я как купил вот этого за 0.2 эфира, да, в моменте. Показывает, кстати, $400. Ну, как будто бы... Ну, может, тогда это и было $400. Ну, как бы это 0.2 эфира. И вот не факт, что я за такую цену в эфире его продам. Не факт, что он кому-то нужен. Хоть он 49-я редкость, у него там крылья, которых всего 24 штуки. Ну, короче, за редкостью не гонитесь, потому что потом еще жалеть будете, что вы не можете это быстро продать. А купили вы условно вот такую обычку, вы взяли ее сразу же в битку настаканили, когда вам деньги понадобились, и вам не жалко. А битки на редкие у вас условно стоять не будет. Вы должны ее поставить, она у вас будет месяц висеть, и хорошо, если по вашей цене ее купят. Это вот тоже совет, в принципе, по NFT в Ну целом. да. Ну, я бы вот, Вот. допустим, наверное, я не знаю, просто я за Руи не шарю, поэтому я не могу говорить, тут за Руи Ник сказал. Я бы, наверное, советовал, знаешь, какие NFT? Вот Ромы, они точно дают экспу, и они такие, как стейбл, условно, что они вряд ли сильно покатятся для Да, чека. Рома, это очень хорошая инвестиция, я с тобой полностью согласен. Абстрактию. Почему? Потому что ее на убит добавили в биржу, то есть абстракт ее поддержит, это культовая может быть коллекция в абстракте, Буня и так далее, как будто тоже не сильно рисковая тема. И, наверное, еще Бириши тоже легендарная коллекция в абстракте. Вот эти вот 3 NFT я Но просмотрел. Белиши я бы не сказал, потому что они, знаешь, бегают там, знаешь, с одного ценового диапазона до другого. У них Сейчас хотя мы бы найдем. токен может будет, знаешь, на анонсе Ну могут да, показать. да, можно еще купиться с этого Дают точно, Бериш. точно Ну, дают. мне не показывает, но у меня был Бериш, я его продал. Там просто он ходил в диапазоне там от 0.1 до 0.2, и непонятно, когда его Бериш. Сейчас их откупил OpenSea, и, в принципе, немножечко флор вверх пошел, они там про токен рассказывают, сейчас Да. прогревают, поэтому, в принципе, неплохо они выглядят, да, тоже относительно культовая коллекция. Не такой уж большой supply, относительно 5500. Ну, для абстракта большеватый, но у тех же гигаромов 10 тысяч штук, у Да. Дремилик, там я не знаю сколько, 5000 тоже 555, поэтому, ну, это нормальный supply для абстракта. Я бы еще, наверное, добавил Web3 Playboys, потому что я вижу всю эту внутрянку, как ребята работают, и прям над delivery. Пока, к сожалению, 2 недели мы за них экспу не получили, это большой минус, но я надеюсь, что все это пофиксится, и должны мы получать, вот как было на примере Abstract. Я помню, что когда только Abstract вышла, на первой неделе они ничего не давали, но на второй неделе холдерам уже по 1000 экспы за одно NFT пришло. Вот. И тогда они стоили как бы даже меньше, чем сейчас Playboys. Вот, поэтому, в принципе, я с тобой соглашусь, что есть такие NFT. Вот те же Chronoforge тотемы, я тоже слышал, что за них дают экспу, только я не рекомендую брать, как у меня, редкого. Можно взять самого обычного, у него будет куда меньше floor price. Сейчас Да я не откроем думаю, что за коллекцию. них много прям экспы дают. Или думаешь, реально за них могут Нет, давать? мне говорили, что там 750 тысяч за штуку дают, условно, ценник $75 вполне себе оправдывает. Это дешевая NFT. Ну, если Плюс так, еще реально. вы зарабатываете опыт параллельно. Ну, я не знаю, как сейчас, но Chronoforge еще, в моем понимании, когда запустится игра, сейчас просто у нас 1 месяц, грубо говоря, бета-тест, и люди Да. не нацелены на лидерборд, еще его нету. А когда начнется лидерборд, вам нужно будет сжигать тотемы. Чем меньше будет тотемов, тем выше будет их стоимость, ну, как бы, грубо говоря, относительно. Тем, возможно, больше будет экспы за них капать. Вот. Ну, экспы будет давать и за обычную игру в Chronoforge, поэтому в целом тоже, ребят, присоединяйтесь, если вам интересно MMORPG. А Вполне у нас себе еще неплохой варик. было
вопрос, типа, вот к этому же, на 200-500 долларов. Вот я не знаю, что человеку советовать. С одной стороны, ему можно сказать, оставь это на расфлип, попробуй как-то расфлипаться, искать какие-то, опять же, как вот эти abstract strategy или что-то новое, ну, как они всегда такие темы выстреливают. Либо, я не знаю, может ему просто взять Апстера, там, если это свободная часть, условно, у него лежит что-то в эфире, а вот это он хочет сложить, может ему взять Апстера просто и получать с него хоть что-то экспу. Я не знаю, а что ему еще посоветовать? Или Гигаром. Там. Не, ну, как бы NFT точно должны быть на кошельке, неважно на какую сумму, но вот действительно мы имеем ситуацию, что там за одну NFT могут дать 1000 экспы пассивно. И если это действительно хороший NFT, там, как Гигаром, который, например, человек зайдет в абстракт, он поиграет в Гигу, ему реально понравится. С Ромом ему будет еще быстрее как бы прокачиваться, и он с Гиги будет в самой деньги получать. То есть если брать холдеров Ромов, они дополнительно яйца бесплатно получили, они тоже денег стоят. Они получат что-то на дропе, потому что как бы у них есть инвест, у них анонсирован действительно дроп токена. Поэтому, в принципе, в перспективе, да, Гигаромы вообще на первом месте, яйца, в принципе, тоже. Посмотрим, что с ними будет. Я думаю, что их могут еще укатать, но вот мне интересна именно механика сжигания их, как это будет происходить, и вот от этого будет очень многое зависеть, на самом деле. Вот, как-то так. Ну, в принципе, мы накидали разных вариантов. Я думаю, люди сами решат, как бы, как тут лучше, что поступить. Мы разные варианты дали. Можем переходить к следующей теме. Вот как раз у тебя OpenSea открыто. Новый сезон фарма стартанул. У тебя, я, допустим, еще сильно не вкачивался. Я только выполнял эти дейлики, разные вояжи. Я жду дальше. Решу уже потом, насколько буду качать. Я вижу, что ты прокачал максимально. Расскажи, сколько это тебе примерно стоило. И что у тебя Сегодня добавили новый сундук, да, вот. Он я буду его... Он был закрыт, я его вот получу, и, в принципе, вот на этом я остановлюсь. Я посчитал, что до него мне, получается, нужно еще порядка там $600. Это, в принципе, сумма, с которой я готов расстаться, чтобы посмотреть, что с этого выйдет. И плюс у нас есть там приблизительная таблица, сколько там по затратам это все выходит. У меня вышло немножко дешевле, потому что я вот эти токены все, которые у меня были в профите, я их сливал через OpenSea. Да, я терял комиссию, но когда у меня там на токене, там, условно, 20-30 иксов, мне этот 1% как бы погода не сделает. Поэтому вот мы можем посмотреть по моей activity. Я помимо свапов там USDC, а я их довольно-таки много делал, вот я там токены тоже сливал, получал за это экспы. Обязательно выполняйте задания, потому что они дают вам дешевую экспу. Ну и вот, грубо говоря, пошел покупать там другие NFT, Руи откупать. Мне вот за все это капает потихоньку. Да, и я потратил, в районе там $700, наверное, чуть меньше. То есть из-за того, что у меня продавались монеты, я покупал просто себе в холд NFT-шки. Вот, то есть именно на комиссию, когда я там свапал USDC в эфир и обратно, я потратил там порядка там $600, не больше, на этот сундук полную прокачку. На этот сундук мне как бы еще 600 нужно заплатить, но я буду месяц активно ее использовать, OpenSea, я буду выполнять квесты. Да, они дают немного, но именно по затратам, вдобавок к тому, что ты покупаешь там NFT, продаешь, только комиссию всего лишь тратишь, но ты еще бесплатные поинты получаешь. У меня получилось так, что по расчетам, что приблизительно вот Chromium Chest получат люди, которые просто квесты будут закрывать, хорошо, если, да, им нужно будет добавить там каких-нибудь там $100-200 комиссии, даже, наверное, там от силы 100, реально 100, чтобы получить Cobalt Chest. И уже на этот сундук там реально $700 комиссии нужно сжечь. Не каждый на это пойдет, это уже как бы антисибил сундук. А на этот уже нужно там порядка 1200, там 1300 потратить. И вот этот, я уверен, что как бы... Тут суть в том, что, во-первых, людей будут брить, во-вторых, я думаю, что с каждым сундуком твой как бы процент от вложенных денег кэшбэкается все больше и больше, потому что за счет того, что он будет меньше у начальных сундуков. То есть, грубо говоря, мы по-любому вернем 50% комиссий, которые мы тратим. Грубо говоря, из моих там 1200 на вот этот сундук мне вернется там 600, я в этом уверен. Ну, еще как бы шанс на дроп токенов там и тому подобное. Я думаю, что можно и токенов OpenSea. Ник, ты знаешь, когда мы в прошлой неделе обсуждали, мы думали, что это будет раз, вот мы поформили этот сундучок, и все, и дальше ТГЕ условно, и они сделают 3 сундука минимум, где-то 2 или 3, то есть вот эти вот токены, условно, которые они выделят на сундуки, типа вот эти SEA, они же, получается, тоже разобьются еще и так на сезоны. Короче, это немного такое, не булишь, скажем так,
Не, Но это я не буллиш, но у команды много денег. У команды много денег с комиссии, у команды много, в принципе, денег. И я думаю, что покормят они вкусно. У нас есть Blur на примере, у нас есть Magic Eden на примере, где заряженные аккаунты давали очень хорошие результаты, особенно те, кто делали несколько аккаунтов, и там на каждый тратили по $500. Ну, ребята там с аккаунта по 3, по 4, по 5 тысяч выносили, и это, ну, действительно неплохой результат. Я насчет того, чтобы делать другие аккаунты, не уверен, в целом, но я в любом Да не, случае ну куда? А подумаю. смысл тут несколько аккаунтов Я делать? думаю, что да, лучше, чтобы тебя не отсибилили. Вот я буду просто пользоваться OpenSea, Как будто чуть-чуть нет. добавлю денег там, если мне будет не хватать, чтобы прокачать полностью вот этот сундук, и я кайфану, в принципе. Но дальше идти уже нет смысла, потому что там уже будет там совсем другие цифры. Там тут будет там 2500 комиссии, если не больше. Ну, то есть и все это в прогрессии будет расти. Пока точных подсчетов прямо у меня нет, но будем смотреть. Там в любом случае с каждым последующим сундуком до него нужно все больше и больше токенов. Главное сделать его антисибильным и ну, плюс-минус там хотя бы $100-200 сжечь, именно там походить, посвапать, ну, на свапах их сжечь там или еще где-то сжечь, там, подкупать NFT, вон кто-то там у себя самого откупает. Ну, суть, грубо говоря, в этом. Ладно, давай к следующей В теме основном. тогда, к OpenSea, а то мы опять затянем на 2 с чем-то часа. Да, Кстати, да. стой, маленький нюанс. Кстати, нам же писал, короче, Фейк, что хочет с нами сотрудничать. Они мне так до сих пор и не ответили и предлагают их NFT, чтобы мы разыгрывали типа на наших подкастах, типа ежедневно. Я не понимаю, вот чат может нам скажет, нам это надо или не надо. И я вот так и не понял, как они с токенами. Я им написал, будет ли даваться за NFT токены или нет, я тоже этого не понял, потому что само NFT вроде как ничего не стоит. Вот что ты думаешь, и что чат думает, нужно ли нам вообще это сотрудничество, чтобы нам давали от фейка NFT? Я очень хорошо общаюсь с фаундером, и, в принципе, ну, они очень классные вещи делают, они очень классно людей собирают, всякие инициативы проводят, вейлы находят, коллабы делают, как бы они активные, и они поддерживают активных ребят на абстракте. Поэтому за это в любом случае респект. По ситуации с NFT, да, я тоже, насколько понимаю, у них там скоро выйдет новый токен, и отчасти за У количеством них в новый холде токен. твоих NFT, да, будет у тебя дроп нового токена. Поэтому это тоже имеет смысл, и в такую тему я бы залетел, потому что, ну, это ребята, ну, довольно-таки хорошая команда, то есть и когда они предлагают за наш актив какие-то награды, это в любом случае не будет плохо. Ну Вот. да, тогда я им скажу, и надеюсь, на следующий раз мы уже сделаем это, ну и разыграем на следующем подкасте тоже пару NFT-шек. Тогда. Да, Окей. было бы круто. Тогда следующая тема быстренько. Мы, в принципе, часть ее уже обсудили в начале, но может есть что добавить. Абстракт придет ли ликва и как это будет? Как ты это видишь? Случится ли это чудо? Не Ну, случится? И так далее. да, мы об этом оговаривали. Я думаю, что у нас есть тот же Абориан, и мы на прошлом стриме еще обсуждали другую платформу DeFi, которая выпускает. Оно все приближается, все ближе и ближе. И ребята, кажется, что все это долго делают, но на самом деле они чего-то ждут. У них есть какая-то информация, которой нет у нас. И я думаю, что отчасти информация, потому что Binance добавляет абстракт в Соединенных Штатах, это уже звоночек, и они, возможно, этого как раз-таки и ждали, чтобы запуститься, чтобы сразу пришло много ликвы. Вот, поэтому я в любом случае буллиш, ну, потому что они делают, потому что я вижу. Насчет Абориана точно буллиш, как бы, потому что это очень достойный продукт с очень хорошей поддержкой. И мне кажется, что там действительно они просто чего-то ждут. А чего ждут? Ну, вот как раз мы и увидели с большей части. То есть уже можно с биржи нам пополнять, и когда запустится DeFi, придут новые типы, которые готовы свои деньги застейкать и отправить в различные пулы, чтобы получить какие-то награды. Блин, ну я Вот. не сильно... Плюс Я абстракт надеюсь, экспа что они для ждут. новеньких тоже классная тема. То есть я уверен, что когда ты будешь в пул ликвидность предоставлять, ты еще за это будешь, конечно же, получать экспу, что не может не радовать. И, ну, посмотрим. Я думаю, нам осталось не так много, чтобы Я это увидеть. надеюсь, что они просто ждали чего-то. Ну, что-то вера такая у меня не сильно на это есть, что это просто из-за того, что ждали. Мне кажется, что это все равно шло не по плану и так далее. Но вот если действительно начнут биржи там подтягиваться, добавлять нашу сеть, абстракта, Мгм. листинги какие-то, вот это вот действительно DeFi появление, как бы потому что есть механика экспа, но я думаю, всех спугнуло то, что непонятно с дропом, что так далее. У нас будет следующая тема, я думаю, мы к этому перейдем, пока до этого закончим. Может быть, это смутило Мгм. людей.
надеюсь, что это как-то люди вернутся. Людей было не так много, но хотя бы что-то было. И, может быть, вот эти вот вещи, эти новости как раз и сработают, чтобы вернулось, потому что так печальненько чуть-чуть. Я думаю, что все поправимо. И мы еще увидим многие АТХ и на мемах, и крутые платформы, там, и приложения, которые приходят на абстракт. У нас также есть тот же Loot, если ты слышал, я вроде видел, что ты в своих пабликах. Да, который АОБ будет. Который на самом деле довольно-таки достойный продукт. Ну ладно, мне тут... На Solana. Я не зайду, да, это продукт трейдинг на Solana, и очень довольно-таки качественно реализован. Это наши конкуренты с инвестом, можно так сказать, потому что мы что-то похожее хотим сделать, в том числе в вебе для абстракта. Вот, но они скоро добавят поддержку абстракта, и это тоже принесет новых трейдеров, которые не готовы там через DEX Screener, не готовы через ЗГВ-портал трейдить, которые смогут зайти в качественную платформу и в ней трейдить, заниматься тем, что им нравится. Там, условно, ставить стоп-лоссы и остальное, то есть по каким-то своим стратегиям проводить сделки. Давай быстро отвлечемся на чат, а то вот, допустим, спрашивают, что по шахматы эти скажешь, которые в абстракте добавили? Ты знаешь что-то про них, Ник? Да, я видел мельком просто и сильно не изучал вопрос, но я просто не могу как сказать, распластаться на кучу проектов, и я уделяю основное внимание тому, зачем я слежу, а какие-то новые, я прям очень отбирательно к этому отношусь, и как раз-таки шахматы туда не входят. Я вчера видел коллекцию на эфире, что ее там нормально там на 20% помпанули, но все равно там, хоть флор помпанулся на 20%, оффер там был довольно-таки скудненький, там 0,3 эфира был, хотя флор был 0,55 там уже в тот момент. Вот, поэтому, ну, посмотрим. Там не такой большой supply, это все можно спокойно раскачать. Вот, ну, Genesis NFT коллекции не все показывают себя хорошо на абстракте. У нас есть гиговых эфиры, которые в гиге дают преимущество. У нас, ну, вот они хорошо показывают себя, да. Но есть куча проектов, которые имеют Genesis там NFT на мейннете, и абстракт как бы не сильно это запушил. Вот. Ну, Валентин, я могу добавить, то, что я знаю про них просто, то, что у них будет дроп в октябре, то, что сейл запустили на Кайта, я не знаю, он закончился в итоге, нет, он вчера, или сегодня днем он, или вчера стартанул. ТГЕ у них в октябре, будет дроп на эту NFT, насколько я знаю, будет дроп там за тех, кто играл, там уже большой лидерборд, если на абстракте останется что-то, то совсем чуть-чуть. Это понятно. Но я сильно, скажу честно, не изучал. Я пытался найти токеномику, так ее не нашел, возможно, мало искал. Действительно тяжело на все просто. Особенно тут была вот эта движуха со стратегией, с тем, как бы распыляться тоже тяжело, правильно Ник сказал. Да, мы каждый день в какой-то движухе, что-то новое, достойное внимания выходит. Ну, как бы шахматы просто не попали в этот пул, скажем так. И как будто мы опоздали уже с шахматами, если честно. Есть вот такое ощущение. Да. Я бы тоже не рискнул туда заходить, поэтому есть как есть. Давай сейчас быстренько по вопросам. Тут у меня несколько было. Давай. Если NFT в холд плюс экспы, то какие коллекции? Ну, мы это как раз-таки обсудили, я думаю, с большего. То есть это в первую очередь Gigaverse Ромы, это у нас Бириши, это у нас Abstractio, и это у нас, наверное, ну, Web3 Playboys я бы тоже отметил, потому что действительно хорошая команда, и они все набирают новых людей в команду для того, чтобы весь процесс шел быстрее. Вот. Так, дальше. ROMS плюс экспа плюс шанс на дроп. Нужно последить, что OpenSea набирает. Также OpenSea имела факс часто в видео. Ну, это возможно. Про Ромы и шанс на дроп мы это тоже обсудили. Как вы смотрите на основную коллекцию Moody на эфире? У них планы на ТГЕ в Q4, и глубокая интеграция будет с игрой. Я не буллиш, сразу. Не буллиш. Ну, мне просто сама игра выглядит как... Ну, нормальная игра для стримеров, но я не думаю, что там какие-то большие деньги можно получить. 100%. Это не Камбрия, скажем так, это не тот уровень. Последний сундук, говорят, будет от 10к-70к в комсе. Разные цифры видел. Ну, я тоже очень разные цифры видел. Я нашел бота, который по кошельку чекает, сколько тебе экспы до следующего сундука и сколько это в комсе. Вот он плюс-минус нормально считает. Поэтому... Могу поделиться в чатах, если хотите. Довольно-таки качественный инструмент. Вот. Ну, в целом все. То есть ребята больше относительно вопросов не задавали. Ну, тогда что у нас на повестке? Давай, у нас осталось две темы. Одна будет короткая, на которой мы завершаем всегда, но и одна основная, вот, которую мы обсудим, это про абстракт. Вот что ты думаешь, это будет дроп, это будет сейл?
потом я скажу свое мнение, и так, когда это будет, вот все, что это, людей это очень интересует, я думал, это на прошлом сделать, но оставили, ну, на Да. прошлом подкасте, но оставили на это. Тут давай говори твое мнение. Ну, я думаю, что это будет и то, и то. Это очень грамотный ход, потому что очень многие токены, которые с IPO выходят, они себя достойно показывают. И в целом, как бы, такая политика... Токены с IPO. Какие ты знаешь токены с IPO? С токенов с IPO еще не было. ICO. IPO это... ICO. Извиняюсь, да. Да. Это этот сказал Мишел Ли про IPO. Непонятно, зачем, будет ли это IPO, как это, что-то в крипту это засунуть. Но может что-то интересное придумать, я не знаю. Угу. Не, ну согласен. То есть, в принципе, у нас рынок именно с точки зрения там будущих листингов, про которые мы слышим. То есть у нас там и сегодня там информация появилась, что Раби хотят там скоро выйти, да, а до этого у нас MetaMask сказал, что хотят выйти. Тут уже друг с другом люди соревнуются, хотят выйти на хорошем рынке. Вот. Я не думаю, что Абстракт будет сильно торопиться с этим, но сама идея того, чтобы дать возможность людям, помимо дропа, возможность купить монеты в зависимости от того, сколько экспы там ты условно нафармил, это очень здравая мысль, потому что условно очень многие люди отсекутся, даже те, кто нафармит много экспы там благодаря стримам, у них может быть не быть столько ликвы. Но при этом это имеет и небольшую такую загвоздку, потому что когда они это объявят, многие пойдут лить все в стакан, чтобы оплатить себе как бы эти токены, которые они будут покупать. И это, будет ли это хорошо для экосистемы абстракта? И, ну, в короткий срок и в долгосрок. Вот тоже интересная мысль, о которой я задумывался. Поэтому в любом случае посмотрим. Но для меня буллиш, если они сделают и то, и то. При этом всем, я думаю, дроп будет относительно еще и паджи за холд, паджи Penguins и Конечно. этим Lil паджи и паджи Rods, возможно. Ну, то есть экосистеме паджи, конечно, прилетит. Но я не думаю, что это будут большие цифры. Просто потому, что Лука говорил как раз про то, что важен холд. И по факту, если быть реалистами и мыслить как бы объективно, то наличие большого пингвина тебе дает очень большой буст в заработке экспы. И по факту холдя, если ты берешь этого пингвина в холд, то ты на протяжении всего абстракта себе получаешь преимущество. И это как раз-таки в моем понимании и является вот этим вот преимуществом за холд. То есть, условно, он может сделать фиксу за обычных пингвинов, там, условно, за NFT их коллекции. Уже был за это разговор, Ник. Да, это по всей логике ты супер прав. Но логика Луки, что типа обычный обыватель пингвинов, который не качает абстракт, все равно покушает хорошо, это 100% так будет. Это уже по интервью некоторым это говорилось. И тогда, но опять же, он может просто это говорить. Вопрос в том, насколько хорошо, да, то есть если у нас получится, что холдер большого пингвина получит там $20 тысяч там в эквиваленте дропа абстракта, а человек, который с этим большим пингвином отрабатывал абстракт и получил на 75% больше экспы, а 75%, сам понимаешь, что это реально значительная часть, да, то есть это почти x2 буст, да, человек получил в 2 раза больше нафармленного дропа абстракта, и как раз-таки твои усилия по заработку этой экспы, это как раз-таки больше, чем просто холдить пингвина. Вот в моем мнении. То есть, условно, может получиться так, что заряженный человек, который холдит большого пингвина, получает там 10-20 тысяч долларов за его наличие и получает там за то, что его холдил, за то, что фармил экспу, чисто вот за то, что он 75% получал, и у него там платина, то он еще там, в 2 раза больше, условно, чем просто за холд. Я думаю, больше. Пингвин получит, мне кажется, именно большой пингвин, мне кажется, получит. Именно прям они у нас очень много заберут, я уверен, чего-то. Что на них выделят либо дроп, либо аллокацию сейлом. Я не знаю, кстати, если вот возвращаться к этому, то, что я думаю, мне что-то кажется, что это будет как-то аналог и то может быть в теории. Я думаю, дроп будет по-любому, мне кажется, за экспу. Что-то и раздадут обычным работягам и так далее, кто просто веркал, как мы, экспу и так далее. Но я думаю, и будет что-то сейл, потому что раньше чего сейлы не делали? Их когда-то делали, потом перестали из-за регуляции. Сейчас пришел Трамп, сейчас зеленый цвет, мы видим памфан, запустил сейл памфана и сейл, и потом будет дроп. Я думаю, такую же картину мы можем спокойно увидеть абстракта, может даже быть дроп, зависит от сколько у тебя там, какой там тир, сколько у тебя экспы, есть у тебя пингвин, нет у тебя пингвина, есть стример. Куча факторов будет. Да, бейджи могут даже условно приплесть в теории, если захотят. Но я думаю, и дроп, и сейл будет. Ничего-то вот если возвращаться к пингвинам,
как будто отгрызут. Вот так вот, если посмотреть то, что Лука говорит, как будто большой процент все равно на них уйдет. Не знаю точно, может быть, ты прав, там, а-ля 10-20 тысяч, но все равно они много заберут. Но это я не против этого, условно. Это все равно нормы. Помним, когда был дроп Пингвина, по Пенгу, там всем Да, хватило. да. Всем хватило. Но при этом всем он, когда был дроп Пенгу, он же сказал, что я не хочу, чтобы люди, которые купили просто перед ТГЕ, получили как бы много. И поэтому мое мнение именно, что в холде и получении там почти X2 XP в этом и кроется твой холд и, ну, твоя плюшка. То есть он вряд ли будет давать больше дропа человеку, который просто холдит год Пингвина и только купил Пингвина именно на дропе абстракта. Потому что по факту, что тот относительно не связан с абстрактом, да. Но при этом человек, который заинтересован в абстракте и владеет Пингвином, он получает Boost X2, который по факту ему и основной профит за холд и дает. Вот, но это сугубо мое мнение, оно на самом деле, как я думаю, как я вижу, ну, вполне рациональное. То есть это и есть награда тех, кто холдит, и тех, кто верит в абстракт. Просто стрим у Эли, где он высказывал такое же мнение, как ты, и это на самом деле логично. У тебя есть Пингвин, ты хочешь получить дроп абстракта, иди типа с 70% типа качай, почему пингвины должны покушать. И он говорил, что он говорил об этом с Фидом, но все равно типа будет у Луки мнение как бы другое, все равно будет. Типа, ну, Эли озвучил то же самое, а мы понимаем, что если бы, ну, условно, Эли-то что-то, я думаю, и знает там. Ну, и Ну да, да. что, скорее всего, все равно они отгрузят. Так, давай тогда последнюю тему, потому что сколько, это час 18, это столько у нас идет, да? Ну, смотри, у нас еще в 5 минут в начале было задержки, и у нас еще ты уходил там на 5 минут, поэтому, в принципе, мы там не сильно прям долго. Ну, окей, мы можем... Есть вопрос? Там, кстати, купили Strategy, там, говорят, пиздец, оно ибо выросло. Мы опять пропустили, пока мы делали подкаст, блин. Ну, что делать? Но зато подкаст провели, скажем так. Там кто-то говорил, что эйпы пиздец. Я там читал параллельно, что эйпы, говорят, ебанули страшно. Можем на это вот отвлечься, а потом перейти к последней теме. Ну и на вопросы с чата, если есть что-то. Ребят, что-то в чата хотите спросить, пока идет подкаст? Так. Ага. Я хуй где-то смотреть. Ага, вот, Ape Strategy, вот контракт есть как раз, отлично. Давай глянем. Давай. Ну, прикольно, это уже, кто купил в начале, они уже либо... О, ну, это с комсой, уже 1,7 миллиона. Да. Угу. Кстати, Ну, сейчас принципе... комсы уже нету, да? По идее. Должна быть там каждую минуту. А сколько уже прошло времени, как они запустились? Ну, вот отсюда, наверное, запустились. Да, Но видишь, люди покупали вообще по лоям. То есть 150к, покупки 180. Посмотрим, как это все будет, когда комиссии пропадут. Мне тоже Moonbird, интересно. если посмотреть. Давай. Подожди, а комиссии еще не закончились точно? Сколько, я просто не могу понять. А сколько надо времени? Это надо, чтобы прошло... 8:18. 9:23. Ну, час прошел, 60 минут. 60 минут минус 60% комиссии. Ну, еще не до конца закончились. Еще не до конца закончились. Сколько сейчас? Подожди, Ник, ты посчитал? Если не... Ну, минус 60 отними от 95. Ага, все, Получается все равно... 35 из 10. Ну, то есть 10 у тебя гарантированных в любом случае будет. То есть еще 25 минут где-то. Надо еще ждать. А ну, после берцев и можем. Давай. 768. Интересно. Вот тут еще люди в минусе на берцах. Тут люди Ну, в в минусе. принципе, да. Может быть, и стоит и Вполне себе. подобрать. Когда стримы закончим, я подумаю. Может быть, что-то и посмотреть. Как будто все... А кто-то брал ниже там 100 тысяч? Или все больше 100 тысяч брали? Наверное, успели. Что-то вон Дебора чек курилку, примерно сколько тип поднял, купил на старте с комсой 95%. Угу. Сейчас посмотрю у себя. Сливаешь уже. 450. Жаль, прокрутить на время. Пиздец, он заработал. Ага, нихуя себе, тут тип заработал. А как он мог заработать? Он купил 50 тысяч. После ляма он только в окупе может быть. Оно неправильно может показывать, непонятно. О, Пингвины отметки. Да, 1,86. Ну, вот это на 3000 покупает, нормально там заходит. 0,7 эфира.
Ну, посмотрим. Я думаю, что тут как раз-таки я бы делал упор на коллекции, которые будут все-таки продаваться. И вот Moonbirds ты не зря сказал, что они могут быстро продаться с 20% Да, на шатовишке листингом. львиной. Они, Вот кстати, видишь, просели чуток. да. Мы начинали, было 2,99, их начали выставлять. И как раз я думаю, что люди их, если Чего купят по Moonbirds 2,8, не могу понять. быстро это вполне себе откупят. Непонятно, кто-то хочет, чтобы их NFT купили автоматически, наверное. А Punk Strategy, кстати, оригинально. Интересно, как отреагировал. Еще можем посмотреть. Давай. Панкстер. Минус 12. Ну, не критично. Не, нормально держится, нормально. Сейчас Не еще надо критично учесть, вообще. что они, наверное, накопили уже суммарно с этих токенов еще на 2 криптопанка. Да, тут же комиссия увеличенная, поэтому они нормально получают. 100%. Конечно. Так, ну, какой у нас там еще вопрос? Давай последний вопрос у нас остался. Что мы ждем на следующей неделе или в ближайшем будущем? Опять, чем мы все время этим заканчиваемся. Может, что-то ты ждешь? Ну, я жду, все жду и жду документации токеномики от Edge Found. То есть, да, это у нас затрагивает и Тенгу, и как бы относительно плейбоев, потому что я думаю, что на плейбоев пресейл споты дадут, на какие-то крутые комьюнити должны дать, там, относительно закрытые по типу AOB, я думаю. Ну, в любом случае мы увидим, как это все происходить будет, когда получим более-менее подробную информацию. Пока у нас ее нету, к сожалению. Вот. Это все, да? Как-то так. Ну, в целом, на следующей неделе, возможно, выйдет тот же Аборин. Возможно, выйдет еще DeFi, который мы смотрели. говорили, что coming soon. Но это мы говорили в прошлый раз. Как она там... Уже можно ее там свапать, если не ошибаюсь. Я уже не помню, как она называется. Вроде называется, я сам забыл. Там уже можно токен свапать, получается. Может, Кора? Не, Кора это другое. Это относительно рак. Поэтому так, сейчас посмотрим. Ну, у тех, у кого токен был на флоу, это я понял, но название я не помню. А давай я открою просто на абстракте, мы его сразу найдем. Фрог там что-то там. Да, но это тот токен, с который с флоу. А, Фротх, да, вот. Да. То есть по факту, опа, 3 ляма капа. Ничего себе. А тут надо не по капе смотреть, стоит, тут же ликвидность могли заливать, тут надо смотреть по цене, он такой... А, FDV у него 150, ну, короче, на 150 отметку, надо на FDV просто смотреть. Да. Вот, ну да, в принципе, чуть просел, но его там свапают сейчас, там, по-моему, 100 тысяч токенов, если не ошибаюсь, это один токен, вот этот вот новый. Сейчас мы через Twitter, в принципе, можем выйти на этот проект. Поэтому, да, мы ждем поскорее DeFi, потому что мы ждем ликвы на абстракте. Мы ждем Aborian тот же. Да, вот Kona проект у них. Да. DeFi Escape. Ничего. Ну, ждем, чтобы... Я не знаю, я тоже думал что-то рассказать, как будто вот про DeFi мы в прошлый раз говорили, я ничего такого интересного. Souls Club вот запускает скоро револьвер. Я, кстати, тестил. Да, кстати, на следующей неделе револьвер от Souls Club, если не ошибаюсь. Там уже в течение недели у них уже все готово. Я хотел даже отметить, что вот у меня... Этих яиц. Так. Капсул. Минт яиц 9, если не ошибаюсь, октября. Ну, скоро уже, да. Да, мы уже можем видеть, что они на портале есть. Вот Coming Soon, револьвер у нас находится на портале, поэтому он 100% выйдет. И я уже поиграл. В целом это из всех лудок это самое справедливое, потому что ты играешь человек против человека, и там уже шансы как бы 50/50, плюс есть внутренняя голосовалка, где там, если вылетело достаточное количество людей, можно просто всеми договориться, что вы дальше не играете, и каждый забирает там свой процент. Вот, поэтому для меня эта игра вполне себе круто смотрится, если сравнивать с лудилками. Но в целом лудилки мы не сильно поддерживаем. Но, с другой стороны, там будет экспа, там будут бонусы за то, что вы там крутите, то есть вы получаете различного... Да, я думаю, что наградами нас не обидят, и в целом возможно, будет это спокойно сделать в плюс, потому что сколько я уже игр отыграл, я пока денег не потерял. Я играл на $1 в тесте, и, ну, там на запуске это будет там, чуть больше сумма за вход, но выглядит это все очень интересно. Да, ну и плюс, может быть, продолжится еще, если мы не берем в абстракте, может продолжиться листинги, ну не листинги, а добавление абстракт-сети на разные биржи. Вот это вот очень бы хотелось бы, чтобы... Так как... Да, цепная реакция, чтобы пошла, да. чтобы больше ликвы к нам полилось, согласен.
Я полный скип, казино не мое, пишет. Привет, что дают разные стратегии что делают разные стратегии с откупленными NFT? Ну, мы уже это разбирали, они просто также. плюс 20% профита выставляют, и когда он продается, откупают и сжигают токены. Так, хотел еще про Тенгу что-то с золота обсудить. Ну, в целом, про Тенгу я же тоже сказал, у них пока никакого обновления, потому что нету информации по токеномике, мы этого ждем. Вот. Ребята же должны понимать, сколько у них получится зайти, на какую сумму от Тенгу пресейла, на full mint или нет, остановят они его или нет, обрежут supply, не обрежут. Поэтому, ну, пока никакой инсайдерской информации нету, но после анонсов, я думаю, пойдет инфа. Поэтому следующая неделя, надеюсь, будет более насыщенной. Дождемся мы токеномики, дождемся мы хоть чего-то такого интересного, достойного внимания, например, одного из DeFi. И будем следить, в принципе, за рынком, сообщать наши идеи и колы какие-то в наших чатах. Поэтому... Да. Можем завершать, как раз как все просили, типа час, чтобы потом было смотреть нормально на YouTube. Да, и если там чуть обрезать, там выйдет как раз меньше даже, чем 1,5 часа. Поэтому... Не, ну обрезать это я уже не хочу вот это сидеть, это делать. Я обрежу начало, конец, условно. А вот там, где я сам что-то рассказывал, обсуждал 5 минут, пока меня не было. Пусть люди посмотрят это. Я думаю, ну... Скажи, ты стрим еще не будешь заканчивать хоть? Ну, я не знаю, наверное, пока оставлю. Посмотрим. Ну, я сделаю такое самочувствие. Да, хорошо. Делай тогда и... Если не сложно. Тебе тогда в чату большое спасибо. Тебе огромное спасибо. Я думаю, интересно было все это обсудить, эти новости все. Кайфово, несмотря на самочувствие, вообще позитив один. Ты, главное, выздоравливай. Я тогда побежал. Сейчас буду делать с твоего стрима. Давай. Все, на связи, Ник. Хорошо. Рад был повидаться, рад